Богдан Головенко. И эту сеточку в глуши в болотах вокруг озера к России газовики, электрики или лесорубы прорубили. А вот так выглядят газовики возле нее. А это лесорубы. Вот сеточка. А вот лесовырубки. Лесовырубки очень даже себе такие неровные, хотя они старались, конечно. Итак, что тут можно сказать? Вот это вот, похоже, это подтеки от потопа, я так предполагаю. Ну и многие со мной согласятся. Все, что сверху натекло, вот эта вся жижа, глина, мы видим по всему миру, вот эти просеки повсеместные. Я пару недель ездил по объездной дороге и видел такую картину, как два трактора чистят подлэп. Потом я остановился нарвать веников для бани, поговорил с трактористом и говорю, а что не подрезают? Почему тракторы выворачивают все вот так вот под ноль? А он говорит, это невозможно. Надо только вот так вот тракторами выворачивать все с корнями. Надо учитывать, что здесь еще подходила разная техника и вывозила все это дело. Тут вот наваленные были горы целые. Тут еще была проблема с водой. Тракторы елозили по этой жиже. И так они тут что-то почистили, но какие-то клочки остались. В общей сложности они около километра прошли вот за эти 2 недели. Теперь давайте представим, а что если это 1000 километров и рядом нет дороги, по которой можно было бы это все вывести, подвести сюда материалы, соляру, трактора, технику, ремонт, а по всей земле это десятки тысяч километров, сотни? Это легко сказать, что через горы, реки, буераки, овраги, бог знает что, по струнке 1000 километров проведены вот такие вот прочистки, как по линеечке, как по лазеру. А на самом деле, когда вот так посмотришь на вот эту вот возню в течение недель, чтобы 1 километр пройти, не будешь заявлять, что это вот в глухой тайге, там газовики, лесовики нарезали сотни, тысячи километров по линеечке, по лазеру, через горы, буераки, без разницы. Так что, ребята, смотрите, думайте, реально ли такое вообще. Ольга Глухова. Ребята, про дороги прямоезжие наблюдения. БАМ начали проектировать в 1926 году. Стройку в основном закончили в 80-е, то есть лет 50-60. Трассу Уренгой-Ужгород проложили за 1 год. Если Википедия не врет, в чем же дело? Компа у меня нет, только смартфон, сама не могу ничего толком узнать. Трубы в газопроводе до 1,5 метров закопаны. Это сколько леса надо было вывозить, пни корчевать, чтобы закопать? Про БАМ песни слагали, а газопровод быстро и тихо проложили. Когда БАМ начали строить, главной проблемой была нехватка рабочих. Построили 3 лагеря ГУЛАГ. А на газопровод не нужны были лесоповальщики, что ли? Ну и все такое. Спасибо за ваш великий труд. Вы героические, настоящие историки. Не сдавайтесь, надо искать. Минатор Приджен. БАМ-то, может, и начали проектировать, но это опять историки вам говорят, а БАМ уже был построен задолго до СССР, только называется по-другому. И это тот же самый Транссиб. Его тоже не с нуля делали, а восстановили допотопную дорогу. Лана Эмили. Случилось так, что после просмотра первой части вашего ролика я полетела аэрофлотом в США. Случайно посмотрев в иллюминатор с аэробуса с высоты 10 700 метров, я увидела эти прямоезжие дороги. Одни видны как на территории России, так и на территории Финляндии, Норвегии, Канады и США. Причем в Норвегии среди гор и фьордов, там где нет современных дорог и никаких населенных пунктов, следовательно, никаких ЛЭП там не водится. На севере Канады они проходят тоже по пустынным районам. В США видно, что эти дороги приспособились использовать по прямому назначению. По некоторым из них идут современные скоростные дороги. Так что территория СЛЭП для меня остается только теорией. Наверное, истина где-то рядом. Равиль Мухамедов. Касательно газовиков и с их просеками, слабо верится, глупо как-то получается. Для того, чтобы расставить какие-то сейсмоприемники, нужно вырубать, причем очень ровно, а иногда даже в клеточку, огромные полосы, чтобы услышать возвращающийся звук из-под земли. Я так понял, если им дать задание собирать грибы, то они всю тайгу вырубят. Что, проще нельзя сделать? Абсурда не замечаете? Илья Волженин. Валерий. По поводу сетки по лесам. В свое время меня очень заинтересовал ролик «Древние дороги прямоезжие». Я тогда много сеток рассматривал в России и США, и вот сейчас в Африке.
Один момент, про который редко обсуждается, это размер этой сетки. Как житель Сибири я в первую очередь интересуюсь тем, что рядом и до чего могу дотянуться. Так вот, есть такое очень интересное место в Алтайском крае, Новосибирской области. Называется Ленточный бор плюс Караканский бор на правом берегу Оби. Общий вид. Эти полосы тянутся от Оби в сторону Казахстана и как бы сливаются в каплевидные лесные массивы. Общий вид оставляет свободу полету фантазии, как научных версий сползающие ледники. Около научных падение ледяного болида, расколовшегося на несколько объектов. На мой взгляд, самая правдоподобная версия, объясняющая, например, множество круглых соленых озер вокруг. Так и альтернативщикам полет бомбардировщиков огненным смерчем, сжигающих окружающую местность и оставляющих ядерные воронки, впоследствии ставшие озерами. Так вот, расстояние сетки в этих местах равно 1 версте, 1 километр 60 метров. Я проверил множество мест, в том числе и Казахстане. Фото не будет, предлагаю перемерить это самостоятельно. Это говорит как минимум о том, что первоначально это делали еще до революции. В США подобные сетки равны 1 или половина мили, в Африке 300 метров, ну либо 1000 футов. Тут можно сделать вывод, что сетку сделал человек, ну и, судя по всему, реальные не очень древние цивилизации. Хотя Российскую империю, ну или что тут было, Тартария, можно считать ушедшей цивилизацией. Ссылки от Олега Колядова. Фото из музея в Ватикане, свастичные символы. Вот типа римская женщина, а по периметру свастика. Свастика, свастика, свастика. Свастика, то есть повсюду свастика. Это к вопросу о том, что по всему миру свастичные символы означали совсем другое, чем это принято считать после Второй мировой войны. Источник Рамола Инфо. Русская Ирландия, 30 фотов. Внимание, не Орда, а Орда. Русский с одним «С». Так, смотрим на картах Ирландии. Русский Нью, просто русский. Снова русский. Орда. Орда Мин. Простое название Бога. Горд Намара. Населенный пункт Глаша. Гартанни. Данрос. Клонин. Конвой. Да. Конвой Таун Паркс. Кров. Кров Мид. Ладден. Линейн. Малин Бег. Мой. Просто мой. Мол. Орда Запад. Роскарбери. Озеро Лона. Орда Север. А вот на радость либерасам. Пукин. Орда Юг. Орда на севере, на юге, на востоке. Роскалган. Ну это вообще чисто русские названия. Ардаун. Ардаун. Земляной дебил, что ли? Роскем. Ладно, не Роскосм. Роскомон. Русский комон. Росхет. Бан. Откуда забанены? Кто-то кого-то забанил. Ростеллан. Ростревор. Русский. Опять же. Стралил Север. Ну это вообще. Стралил Север. Север тралил. Стралил Юг. Вообще, что это? Страна клея. Я не могу. Обнюхались, а потом, что ли, называли все это страна клея. Ну вот где клей делали, ну понятно. По Германии другая ссылочка. Штрезов, Крюсау, Грабов. Все по Германии. Гольцов, Волин, Венцлов, Велестино от Велеса. Волос. За гора. Ну, за горой, то есть. Макоши. То есть город конкретно в честь богини Макоши. Это как я разбирал Седом и Гоморра. Гардмары, Гоморра, да? Гардмары. Там Содома не говорят. А Седом. Сегодня. Это дом. Седом. Это уже в Индии. Название батя. Хараон Базург.
Хараон, Кхерда. То есть фараон, Хараон, это Яраон по Чудинову, бога Яра. Канада. Вот тут вопрос кон-ада. Да, кон. Если у нас закон, тут кон-ада. Ну, зона ариев, то есть Аризона. Клетка Австралия. Точно такие же клетки, но в Австралии. Колорадо. Коло — это вращение, ра — солнечный свет или первоисточник творения. Вот от чего Колорадо. Это Бельгия. Вот типа инь-янь, только из 4 инев и янев. То есть вот этот он не только двойной инь-янь, вот четверной, пожалуйста, да. То есть не надо ограничиваться на 2. Люксембург, Руси-ле-Виллаж, Руси-ле-Бур, Нью-Мексико, Макаш, Спринг, та же богиня Макаш. Мара, просто Мара, богиня Мара. У нас Евразия — это Русь Мары. Меру, от горы Меру. Руква, ну, то есть рукава, да. До дома, до дома шел. Росоп, Пакон. Вот в Мозамбике, ну тут отмечено как Калаврат. Вот эти вот рукава нашей галактики, ну это, я думаю, не Калаврат, сейчас прошвырнемся. Это вот ведический знак исток из 4. Или род, обозначение рода, да. Калаврат, Калаврат он немножко другой. Вот Калаврат. Вот такой вот. Ну, то есть это чисто ведический знак нашей галактики Свати. Вот, или Велесовик, Солярник. Обозначение нашей галактики. Вот она. Мозамбик. Бода. Или вода, может, изначально была. Название Перун. Запорожская область, Украина. Ну, это понятно, Русь. Португалия. Вот снова тот же самый знак нашей галактики, свастичный символ. Род, Дева, это в Румынии. Краева, Видин, Прахова. Ну, по фамилии Прахова тут жила, да? Арад, Ар-Ад, Ар — земля, Ад — подземная, что ли, земля. Рурия в Индии. Италия. Сармато. Мадонна дель Росарио. Рос, Россия, еще Арии, да? Это в Италии. Бастилия, Франция. По периметру свастика. Ну, фашисты. Руква. До дома это мы видели. Иринга. Морогоро. Мань, Яра. Мань. Яра. Мань. Кто такая Мань? Принадлежала Яру. В Индии, пожалуйста, Тартария. Бламс. Забыли подтереть. Франция. Этрусса. Ну, где была Этрузия-то, которую выдавили? Франция. Веден. От слова Веды. Там, где ведали, видимо. Род. Мила. Канне Ан Русион. Что-то там русское. Бельгард. Ну, раньше город назывался Гард. Белый город. Магран-Кабан. Руси-он. Ну, он русский, фактически, что мы читаем. Ле-Тартр Гудран. Тоже от Тартарии, видимо. В Швейцарии. Свастика. Тыщ-дыщ. Швейцария. Волен. Швейцария тоже была Русью, понятное дело. Этрурия, Мадрид, Испания. Так и написано. Каллет ди Этрурия. Этрурия, Этрурия. Аргентина. То, что в Аргентине Этрурия, это интересно. Ла-Пара, Кордова, Аргентина, Этрурия. Видимо, Этрурия это было что-то, какое-то название местности, в принципе. Ну вот показывается этруски. Можете посмотреть фильм. Кто такие были этруски? С канала Макс Беляев. Стинг 1985. Да людям вообще плевать, какая земля, крутится ли она. Всем нужны только бабки, бабы и бухло. Артем Трушков. Вот что значит альтернативщик. Бабки, бабы, бухло. Чел, ты гений, вот оно число. 3 шестерки. То есть 3Б похоже на 3 шестерки. У альтернативщиков появляются специализированные шутки.
Максим Александрович, маркшейдер завода. Здравствуйте, Валерий. Вот такая непонятная штука находится возле села Дубровка, Чучковский район Рязанской области. Изображение похоже на какую-то микросхему, плату или сим-карту. Пытался узнать, что это. Вроде раньше была воинская часть. Сейчас какие-то склады, но не думаю, что так было организовано в СССР. Смотрел другие воинские части, там все расположено более хаотично. Можете со своего опыта предположить, что это было? Да нет у меня никакого опыта. Похоже на микросхему, да? Чтобы что-то предположить, надо заехать в эту воинскую часть, походить и посмотреть, что это такое. Может, это антенны стоят, да? Тогда это харп. А может, это боксы расположены. Ну, хотя, почему такие мелкие? Если у кого есть предположение, пишите в комментах. Александр Блудгорем. Артефакт в копилку эффекта Манделы. Это когда волк говорит: ты заходи, если что. И вот мы тут видим, читаем. Где-то стоит в лесу, на узкоколейке заброшенной. Ты это заходи, ежели чё. Именно вот так. Ты это заходи, ежели чё. Вот так я вроде и помню. Где-то в лесу заброшено. Наверное, волна хроноизменений до туда не докатилась. Александр Гисикс. Валерий, есть очень хороший инструмент в Google Maps. Просмотр улиц, где можно наблюдать дома, ранее затопленные или же засыпанные осадками. Вот примеры. Это я наугад выбрал любой более-менее старый город. Там и сами можете убедиться, нажимаете центр города и просматриваете улицы. Особенно удивляют здания, где явно было окно, но потом врубили дверь. Вот это подсказка для всех нас. Поэтому вот, ребята, пользуемся этим инструментом и начинаем смотреть свои города. Лидия Шведова. Вот эти координаты и далее на север. Что это? Очень любопытно и давно не дают мне покоя. Да, действительно, что это? И покоя не дают. Это как в том анекдоте. Муж сидит, газету читает, говорит: беспокоит меня что-то этот гондурас. Жена ему с кресла: ну так почеши его. Ну все, Лидия, теперь и они мне не будут давать покоя. Что-то обрабатывают. Во, я нашел ответ. Та-дам. Саратовская и Волгоградская область. Все поняли? Это шлейф компьютерный, он коннектит Саратовскую с Волгоградской областью. Вот это где находится. Да. Мелихов Иван. Всем привет, вот координаты. Выглядит очень красиво, прямо как шахматы. Явно матушка природа постаралась. Отдали подальше и увидишь масштаб. Ух ты! Кто-то очень любит шахматы. Парк округа Сиусла-Фоллс. Да, очень интересно. Это же надо было кому-то так нарезать. Квадратики со смещением. Интересно. Ну, тут американцев надо колоть. Здорово. Нравится мне. Вот с какой стати кому это надо так вот разлиновывать? Ну, вряд ли, а? Тушка-тушканчик. Валерий, здравствуйте. Случайно наткнулся на ваше видео про наблюдение от подписчиков, часть 3, и решил посмотреть со спутника за своим родным городом, после чего сразу подписался на ваш канал, чтобы отправить вам свое наблюдение. У нас город небольшой, но очень древний, никаких в нашем городе таких мегалитов нет. Про него говорят, что ему 1150 лет, и переезжал он 3 раза с места на место по разным берегам Белого озера. Есть земляной вал, много церквушек разных, как и в любом древнем городке. Но кое-что необычное все же нашлось, а именно водяной канал, который окружает наше Белое озеро, площадь озера 60 на 40 километров. Канал протянулся вдоль берега, не все, конечно, озеро окружает, но довольно далеко проходит до самой речки Шексна. Находится мой город Волгоградской области, называется Белозерск. В истории говорится, что канал тысячи заключенных копало для того, чтобы корабельные торговые суда могли обходить озеро в шторм. Вот я и задумался, как и чем и где приспособление, не лопатами же, а если камни на пути. Расстояние-то не слабое, получается, а главное ровные прямые. Взгляните своим опытным взглядом, пожалуйста, что это может быть. Ширина у этого канала странная, ровная по всей протяженности, и повороты насторожили. Глубина примерно 1.
Друзья, прошу не приписывать мне какую-то опытность. Опытные вы, а я вас озвучиваю. Дима С. прислал 2 ссылочки. Пишет, как вам такое, что это может быть? Какие-то штробы. Взятие кернов, но самое интересное, в русле реки. Да как это так? Прямо по воде. Ну, совершенно не считаясь с ландшафтом. Интересно. О, да их тут много. Вот будущим геологом будет работы. Да, я все бы понял, если бы все это не пересекало реки и водоемы. Да что же это такое-то? Чудесатости какие-то. Как-то давненько мне прислали одни американцы, которые собрались ехать на Синай, и прислали ссылки. Вот это Шарм-эль-Шейх. Находится он вот здесь, вот на кончике Синайского полуострова. Самое интересное, он стоит в русле древней реки. Вот это была река. Полностью вот так изливалась сюда. То есть вот это все были реки. Реки. И все вот они вот так вот сюда сливались. То есть это был абсолютно полноводный регион, который сейчас превратился в пустыню. Вот, к примеру, карта 1688 года Фредерик де Вит. Как мы видим, вот здесь вот нету этого полуострова, который вот он образовался здесь. Но посмотрите, все в городах, весь полуостров этот в реках, в городах, в озерах. Вот на других картах видно, что это все в зелени утопает. Тут вот Мертвое море не мертвое. Вот тут написано Иудея. Впадают реки, везде впадают реки. На современной карте пустыня. Нет никаких рек, а есть только остатки от рек. Вот это вот все были реки, и все они впадали в море. Все пересохло за 200 лет, вернее 200 лет назад пересохло все это. Нас конкретно сейчас интересует Шарм-эль-Шейх. Вот тоже мы смотрим количество городов, рек и озер. Никаких пустынь. Ну, что интересно в этом Шарм-эль-Шейхе. Стоит он в русле старой реки. Вот русло реки, вот прямо тут настроены сейчас дома. Типа город. Поднимаемся наверх, и что мы видим? Вот дорога идет. И почему бы она шла, как вы думаете, по древней плотине? Вот шла дорога, а вот миллионы тонн бетона. Наверное, если бы им нужно было сделать дорогу, они могли бы сделать ее и здесь. Нет, они пустили по старой плотине. Это все? Нет. Вот еще одна плотина. Перед той плотиной еще одна. Вот. Зачем бетоном загораживать старое русло реки? Вообще никакого смысла. Раз плотина, два плотина. Поднимаемся выше. Что мы видим? Еще одну плотину. Вот это уже бетон, так бетон. Тут вот по уму сделано. Не как у нас. Отсюда начинается, повышается, а потом понижается. То есть моща. Не жалели материала-то. Для чего это сделали? Видимо, вот отвод был. И сюда вытекало. То есть здесь вот было загорожено. Выше поднимаемся. Опять плотина. Русло это древней реки, все в сплошных плотинах. Вот здесь подняли воду, здесь она стояла, здесь снова плотина. Мы видим здесь водохранилище, фактически огромное водохранилище. Загорожено, сюда поднимаемся, еще одна плотина, то есть здесь еще одно водохранилище. Вот же чудесатости-то какие, да? Вот так вот, были водохранилища сплошные. То есть фактически вот это все было изрезано водой. Все это водные просторы огромные. Если мы вот отсюда пойдем, например, по руслу реки, по какому-нибудь, по одному из них, и будем впечатляться, сколько здесь текло воды когда-то, не так давно, совсем недавно, то мы будем двигаться десятки, сотни километров, и с этой точки зрения нам предстанет такая картина, что было в недавнем прошлом. Ну вот, к примеру, если из Дахаба мы вот начнем двигаться наверх, что мы увидим? Двигаемся.
снова плотина. Длина около 250 метров. Вот здесь стоят высоковольтные линии электропередач. То есть, по мнению противников прямоезжих дорог, это сделала современная цивилизация и расчистила вот такую дорогу, чтобы удобно поставить линии электропередач. Вот они откуда взялись. Недавно кто-то тут тракторами расчистил. Снова плотина. Вот это все было заполнено водой. Снова плотина. Так, длина плотины 250 метров. А этой плотины раз, два, три, четыре. О. А вот это около 500 метров длина плотины. 500 метров ширина, полкилометра. Ну, неплохо. Вот снова плотина. То есть плотины делали вот так вот. Шлеп, шлеп, шлеп. Понаделали везде этих плотин. Все поперекрывали и живут в бассейнах рек. О, как плотины делали. Вот тоже остатки плотины, уже более старых, видимо. И вот эти американцы поехали это все исследовать. Они мне что-то написали письмо. И мне понравилось, как я им ответил. Что там слово за слово они поняли, что я патриот. И потом меня просто обматерили и больше мне не писали. Ну вот, а я сделал такой вот экскурс по ихним ссылочкам. Кондрат Анил. Валерий, здравия тебе. В сети часто мелькают фотографии и видео старых заводов и фабрик эпохи 18-19 веков, построенные в России понаехавшими туземцами. В основном немцами, соратниками тех, кто историю там сочинял. Тогда, кстати, повсеместно происходили географические открытия, массовое заселение Америки, Австралии и так далее. Долго не понимал, что не так, а потом меня осенило. Нам же с малого возраста говорят, то есть врут о молодости славян, что молились веткам, почитали камни, храмов не было. Были только капища и так далее. Ничего архитектура-то не напоминает. Очевидно, что все заводы в основном строились из имеющихся строений, в данном случае из храмовых комплексов. Добавь воображение, лепнины, витражи с мозаикой и фрески. Пример в недавнем прошлом имеем. Когда из уже иудохристианских церквей обустраивали мануфактуры, заводы, шкрабы, склады, то есть все построено на обломках другой цивилизации. А нам говорили, что ничего не было, что было пусто на территории России, бегали почти звери и люди второго сорта. По поводу моей аватарки могу сказать, что я не фашист и не нацист, я старовер, если хотите. Ну что я могу сказать, у меня в центре моего города есть такие же строения, там у нас хлебозавод номер 1. Один мой соратник хотел прорваться на эту территорию, там есть затопленный первый этаж, чтобы туда спуститься с камерами, с фонариками, но вот до сих пор пока у нас не получается. Так что, дорогие граждане России, пытайтесь прорваться на вот такие вот, покопаться в затопленных подвалах. Снимайте. Сейчас все это просто делается. Берется камера, берется хороший светодиодный фонарик и вперед. Денис Максимов. Вот нашел странные развалины на территории Удмуртии. Что это, непонятно. Так, и где это находится? Когда я прямоезжие дороги делал, вот это вот место я проезжал. Мне сказали, что это газовые разработки. Ну и что же это такое? А я скажу, что это такое. Надо брать ноги в руки и ехать исследовать, что это такое. Лазить там, смотреть, копать. А кто это будет делать? Пользователь АЛВ. По поводу воды. Первое. На планете последние 200-500 лет активного промышленного развития уничтожаются леса, и на данный момент осталось от 50 до 30% от былого зеленого великолепия. Второе. Большая часть современных лесопосадок – это монокультура. Как в садах, так и в лесах одна культура – яблоко, дуб, сосна на всем массиве, что приводит к одностороннему изнашиванию и деградации земли, почвы. Третье. Все современное сельское хозяйство – это монокультура, деградация почвы. Четвертое. Повсеместный чрезмерный выпас овец и других копытных приводит к истощению и той же деградации почвы. Далее опустынивание. Данное явление наблюдается повсеместно. Деградация почвы приводит к потере способности удерживать влагу, пересыхают ручьи и реки, влага не впитывается, вода сбегает после осадков в самую низшую точку очень быстро. Появляются овраги, влага уходит на более низкие уровни, пересыхание колодцев.
Как следствие, подтопление низин прибрежных зон, различные наводнения. Далее, согласно учебникам по агрономии и практическим опытам специалиста по пермакультуре, лесная почва из заповедников типа Беловежской пущи способна удерживать до 10% объемов воды. Следующее. Что из себя представляет дерево? Это гидронасос, способный поднять воду с глубины от 15 до 45 метров. Даже яблони и каштаны от уровня земли на высоту от 30 до 150 метров. Это секвойя. В живой древесине содержится от 35 до 77% воды. Плюс к этому деревья делятся на гильдии по высоте и окружены кустарниками, лианами, травами до 5 метров. Мхами и грибами, влажность до 95%. Итого, если посчитать площади наших пустынь, степи, палы, затопленные берега, площадь под городами, наши сельхозугодья, умножить на влагоудерживающую способность почвы и умножить на среднюю высоту лесного массива, можно получить объем воды, которая была связана и резко высвободилась, затопив самые низкие места. Вот вам откуда и потоп. Age of Salawet. Валерий, посмотрел ваши ролики про электричество из эфира. Да, баловался я таким делом. Пришла мысль в голову. Может, ЛЭП и есть сборщики электричества? Отвечаю. Легко. Мало того, что на подстанциях во множестве понаделаны катушки Теслы и много чего необычного, у меня подозрение давно, что они генерируют энергию прямо там. Электростанции вообще, возможно, нужны для узаканивания или сокрытия бесплатной генерации. Линии ЛЭП, возможно, тоже в системе. Они высоко, при определенных условиях могут собирать электрический потенциал. Главное в этой системе взять деньги за каждый киловатт. В принципе, гидроэлектростанция и есть самый настоящий вечный двигатель в рамках нашей жизни и будущих поколений. Зачем им еще что-то придумывать? Сами посудите, река течет сотни, а может быть даже тысячи лет. Просто собирай с нее энергию и продавай. Пару лет назад кто-то высчитывал, сколько стоит киловатт электроэнергии, уже с учетом доставки и со всеми расходами, что-то там в копейки, это все в несколько копеек, в 15 что ли все входит, а все остальное это просто чёс населения. И в заключение я хотел бы еще раз пройтись по кратерам на Луне. Фактически нам неизвестно, существует ли Луна в таком виде, каком она есть. Но если оценивать то, как нам ее представляют, и вот эти кратеры все, то мы должны понимать, что вот эти все теории, как кратеры эти возникли, почему они такие мелкие, что они там из железа состоит, эта Луна или еще что-то, все это теории для отвлечения внимания. Многие имеют представление, как происходит термоядерный воздушный взрыв. У термоядерного взрыва есть зона подсоса, но она возникает только в условиях атмосферы. Когда мы рассматриваем кратеры на Луне, во многих случаях мы эти подсосы наблюдаем, для чего термоядерные взрывы делаются надземными. Таким образом, лучевое поражение происходит оптимально и максимально. Точно такие же зоны подсоса наблюдаются на Земле. Не везде, конечно, если, допустим, чуть ниже взять, то будет просто воронка поглубже, и зоны подсоса может не оказаться. Чуть выше воронка может оказаться мелкой, но широкой. Вот мы тут тоже все наблюдаем, можно просто пробежаться по фотографиям Луны. Эти зоны подсоса повсеместны. Вот эта вот воронка оказалась без зоны подсоса или незначительно. Возможно, это уже после того, как атмосферу потеряла Луна. Или, может быть, достаточно высоко был удар. Вот это вот, возможно, обломки упали уже после того, как вырванные куски грунта возвращались обратно. Это можно предположить, какой здесь был ад. Вот зона подсоса. Вот зона подсоса. Можно взять цветные фотографии съемочные, там еще лучше все это видно. Ну вот, допустим, такой вариант, это подземный взрыв. Вот зона подсоса. Вот тут зоны подсосами, здесь плоские. И какое количество кратеров. Причем кратеры располагаются со стороны Земли. Не могли же лететь метеориты со стороны Земли, правда? Потом, какой процент метеоритов летит и врезается ровно по 90 градусов? Я думаю, какой-нибудь процент 0,1. То, что там говорят, она врезается как пуля, так, а почему они все с такой огромной скоростью летят? По-разному летят. Есть медленные, возможно, есть какие-то еще. Потом это надо же как было бомбардировать эту Луну точными прицелами. Ну и потом, глядя на Луну, мы видим вот такие вот штучки красивые. И не задаемся вопросом, а что это такое было? А представьте себе, какой силы взрыв
вспышка должна была произойти, чтобы опалить до третьей Луны. Сколько это мегатонн должно быть? Сотен мегатонн, тысяч мегатонн, может гигатонна должна в ядерном эквиваленте тут вспышка быть, чтобы вот так вот распалить все. И таких вспышек было не одна. Возможно, именно вот эти вспышки и сорвали атмосферу. Ну и с Марсом точно такая же история. Он абсолютно весь издолбан кратерами. Как я понимаю, все это ядерной бомбардировкой всей Солнечной системы, единой тогда цивилизации. И скорее всего на Венере также живут люди и думают, что на Земле настоящий ад или вечная мерзлота. Я, конечно, не знаю, существует ли Марс, не буду загадывать. Вот когда сможем полетать и узнать воочию, убедиться, вот тогда точно и скажем. А так, существует он или нет, но то, что нам предоставляют, если все это придумали и нарисовали, то зачем они рисовали вот в таком виде? Забомбленные, уничтоженные планеты. Ну вот к чему бы это, зачем это было нужно так рисовать? Нарисовали бы что-нибудь, не знаю. И везде абсолютно ровные кратеры. Никаких касательных ударов. Если бы это все были кратеры, как только бы метеориты не били в эти планеты. Так что думайте сами, не ведитесь на эти ученые загоны. И не надо верить в ту или иную теорию.